Если рама у автомобиля кривая, то со временем он начинает ломаться. Если у дома кривой фундамент, то он может разрушиться. Если у человека кривой скелет, то болезни, таблетки, старость не за горами. У нас есть шарнирный сустав, на котором мягко вращается наша голова. Он состоит из первого и второго шейных позвонков атланта и аксиса. Но, как правило, у всех людей эти позвонки ущемлены, этот шарнир заклинен. Это связано с тем, что во время родов, даже самых удачных, не говоря уже о трудных и сложных, этот шарнирный сустав ущемляется. Этого не случалось тогда, когда нас рожали стоя, согласно задумке природы. В результате у нас у всех голова немного искривлена, имеются винты, напряжены мышцы шеи. Когда мы в детстве учимся сидеть, нам, чтобы поймать равновесие, нужно, чтобы голова была вертикальна. Так уж устроен наш вестибулярный аппарат. А из-за перекошенного шарнира у нас голова крива, и мы не можем никак поймать равновесие. Падаем до тех пор, пока не найдем искривленное положение, но в результате которого голова становится вертикальна. И ребенок сел. И со временем эта поза фиксируется и становится привычной. А в 10 месяцев ребенок хочет встать. И опять из-за того, что верхняя часть искривлена, поза не вертикальная. И снова падение. До тех пор, пока не найдется компенсирующая поза нижнего отдела тела для того, чтобы скомпенсировать верхние углы. И в результате, хоть и в целом, в среднем у нас положение вертикальное, но в каждой отдельной части имеются искривления. В результате мы имеем сколиоз, искривленный таз, искривленную грудную клетку, ноги разной длины. Там, где есть нештатные изгибы позвоночника, возникают преднапряженные состояния. И в случае экстремальной нагрузки там возникают проблемы. Протрузии, грыжи, ущемления. Кто же обеспечивает нам это кривое положение позвоночника? Мышцы. И они находятся в постоянном напряжении, что за собой влечет ущемление каких-то сосудов кровеносных, лимфатических, нервных каналов. И появляются остеохондрозные боли, а потом превращается в хронический остеохондроз. А еще эти мышцы требуют постоянного питания. Чтобы поддерживать напряжение, они должны работать, они должны получать энергию. А это создает дополнительную нагрузку на нашу пищеварительную систему. Нам нужно больше еды. В конечном счете все органы крепятся к скелету. Если скелет искривлен, то и внутренние органы все находятся в неправильном положении. Где-то происходит ущемление, искривление, зажатие. Отводящие и подводящие каналы к этим органам различных жидкостей тоже неправильные. Где-то пережатие, где-то искривление. Органы получают неправильное снабжение, в результате работают неверно. То же происходит и в кровеносной системе. Где-то сосуды пережаты, где-то изменены углы, и все работает не очень правильно. И в результате кровоснабжение неверно. Где-то образовываются застои, где-то наоборот повышенное давление, где-то образовываются условия для возникновения тромбов. Магистральные сосуды, питающие головной мозг, тоже пережаты из-за того, что шея перекошена и там есть напряжение мышечное. И в результате этого перекоса наш мозг недополучает правильное питание. А венозная кровь плохо отходит. Отсюда неполноценное развитие наших умственных способностей, плохой отток крови обеспечивает головную боль, и в результате наш мозг начинает сбоить. А так как он управляет всей жизнедеятельностью нашего организма, сбоящий мозг создает неправильную жизнедеятельность нашего организма. И все ведет к ухудшению качества жизни и ее сокращению. С точки зрения природы и логики обычной механики, эта искривленная напряженная поза не имеет смысла. Если исключить условия, которые задают необходимость возникновения вот этой вот ненужной позы, то тогда тело начнет как расслабленная пружина возвращаться в свое положение. Если раскрыть шарнирный сустав, разомкнуть его, вернуть голову в правильное положение, то вот эти напряжения, которые требуют повышенной энергозатраты, и вообще оно просто неудобно и губит организм, то оно начнет уходить. И тело начнет распрямляться, все начнет раскрываться и возвращаться в правильное штатное положение. Как же это исправить? Как все вернуть на свое место? Мануально туда практически невозможно подступиться. И это хорошо, потому что мануально можно еще и навредить.
Давайте вспомним, откуда взялось вот это напряжение. Оно возникло в тот момент, когда принимали роды. И вот эта нагрузка на шею, на голову воспринималась нашей службой безопасности, которая в саморегуляции заложена, как попытка оторвать нашу голову. И поэтому мышцы спазмировались и держат. И сейчас любые действия по вытягиванию шеи будут восприниматься как продолжение попытки оторвать голову. И организм начнет сопротивляться и еще больше спазмировать. И это просто будет тупик. И можно нанести большую травму. Результат очень сомнительный. Кто это все держит? Держит наше подсознание. И цигун-терапевт в сотрудничестве с этой системой саморегуляции в подсознании, он может договориться, дать много энергии, расслабить вот эти все напряжения. И тогда могут возникнуть условия, которые позволят раскрытию всех этих напряжений. На протяжении десятка лет уже более 2000 случаев тому подтверждения. Результат очень высокий. За это время всего 4 пациента не получилось сделать. И то потому, что сопротивлялось подсознание. Этих пациентов привели родственники, а сами они не хотели, не верили и, в общем-то, не были настроены. В результате подсознание просто закрылось и ничего не произошло. Самое страшное, что может произойти в случае атлант-терапии методами цигун, это ничего не происходит. Таких случаев очень мало. Уходит напряжение в мышцах, возвращается правильная осанка, уходит напряжение в суставах, исчезает выдавливающая нагрузка, которая давит на межпозвоночные диски. В результате протрузии, грыжи перестают как минимум прогрессировать, а в большинстве случаев диски начинают вставать на свое место. Органы стремятся принять свое положение, и хронические болезни, связанные с этим неправильным положением, начинают отступать. Как минимум перестают прогрессировать. Постепенно все встает на свои места, выпрямляются все подводящие и отводящие каналы, и органы начинают работать лучше. Кровеносные сосуды, питающие наш головной мозг, начинают вставать на свое место, раскрываются пережатия. В результате улучшается питание головного мозга и улучшается отток. Работоспособность головного мозга увеличивается, уходят головные боли. Улучшается питание органов зрения и слуха. Понижается вероятность ранней деменции и инсультов. Конечно, существует такое понятие, как мышечная память. Это привычная поза, которая уже глубоко зафиксирована. Но у молодых людей она достаточно легко перезагружается. С возрастом это, конечно, происходит чуть медленнее и не до конца. Но тем не менее эффект очень большой. Распрямляются осанка, уходят напряжения, что самое главное. Может быть, не до конца раскрывается эта самая пружина, но напряжения уже нет. И нет опасности возникновения экстремальных ситуаций. А самое главное, перестают прогрессировать заболевания, хронические заболевания. И в большинстве случаев они уходят. Конечно, если это уже в большом возрасте и дело зашло далеко, то требуется еще дополнительная терапия. Но после того, как мы убрали основу, основной источник возникновения проблем, перекошенный скелет, и органы уже могут позволить себе встать на свое место, то тогда лечить их намного эффективнее и имеет смысл. Если мы начинаем лечить что-то, не убрав причину возникновения, то тогда возврат проблемы гарантирован. Через полгода, через какое-то время мы снова начинаем лечить эту проблему. А убрав основную причину, люди уже не возвращаются. С проблемами люди не возвращаются. Вот совсем коротко я попытался рассказать о большой проблеме большинства людей. Если кому-то нужны подробности или кто-то хочет проконсультироваться, то, пожалуйста, мои контакты находятся в описании к этому видео. Всего доброго, до скорых встреч!